Hello and welcome here. Welcome here at the facility of, I learned it's not movie research anymore, it's Neurotrend, right? One of our customers using our devices here for very sophisticated research. Добро пожаловать на это место, которое это офис команды компании Neurotrend, которая использует очень серьезную систему для своих исследований. И частью этой системы является оборудование сенсоров. Я перевожу на английский, не дословно, извиняюсь, и я не знаю, нужно переводить на русский или мы можем все на английском. То есть мне не сложно переводить, но если все понимают по-английски, я могу не переводить. Или кто-то не понимает по-английски. Поскольку мы делаем запись, в том числе для сайта, okay, because it will be recorded and published on site, yeah, we will make translation. Perfect. Okay. So, yeah, it is now, and I was thinking, it is now the 7th time that I'm here in Moscow, introducing systems, what's going on, what is new, and therefore I first would like to make a little view into the history, how we started and when we started. Это уже 7-й семинар и 7-й раз, когда Арнт участвует в такого рода семинарах, и он хотел бы начать с истории появления трекинга глаз. So, the first time when I came here, maybe you press. No, you just okay. The first time, no, it was too much. Cool. The first time when I came here, or no, let's say with a new generation of devices, it was 2010. I had a very big case with me, going through the airplane. We introduced our RED 500, which you can see there. It was at that time the fastest binocular eye tracking device, which allowed research without participants having the head in a chin rest. Первый раз, когда проводился такой семинар, и он был связан с появлением нового поколения устройств для трекинга глаз, это был 2010 год, когда Арнт летел с устройством, которое называется RED 500. Это было первое высокоскоростное устройство для трекинга глаз, для которого уже не нужно было, чтобы испытуемый находился в специальном системе для фиксации перемещения его головы. И это устройство, оно большое, и он использовал целый большой металлический чемодан, чтобы его перевести из Германии в Россию и пройти таможенный контроль. I personally come from the automotive industry, so the development of driver assistance systems, and therefore I love measuring in reality and in real life scenarios. По образованию Арнт это инженер в области автомобильной индустрии, и для него было интересно использование такого рода оборудования для оценки, для проведения таких исследований. So I'm responsible at SMI for our remote, for our head-mounted eye tracking devices. So everything with which you can run around in real life, can understand how people really work. And so 2011 we launched a new generation of mobile eye tracking devices. It was a pair of glass. The electronic was very slim, and it measured also binocular eye tracking data, had a high definition scene camera. So this you could use, and it opened a new level of mobile research, for example in the supermarket, for example in a car, or in human-to-human interaction scenarios. И в связи с тем, что вот как раз работал для автомобильной индустрии, был очень большой интерес и понимание необходимости в разработке систем, которые позволяют проводить исследования, не привязанные к лабораторным стенам. И, соответственно, в 2011 году компания SMI выпустила свои первые очки для
трекинга глаз, которые были бинокулярны, у которых была камера сцены с высоким разрешением, что очень важно, чтобы видеть все детали, и которая удобно работать, она требует всего одноточную калибровку. Эти очки могут быть использованы для широкого спектра исследований вне помещений. Это и маркетинговые исследования в супермаркетах, это и автомобильная индустрия, и спорт, и так далее. Yeah. And then in 2012 we delivered, or we made a very small eye tracker, which you can take under every monitor, under every laptop, and it was just USB powered, and this enabled research in the field in small lab situations, so you didn't need this huge case to carry around. А в 2012 появилась система Red Mobile, RedM, которая очень маленькая, для которой не нужен источник питания, она питается от USB, которую легко переносить. И она работает на частоте 120 Гц, бинокулярная, и, соответственно, позволяет проводить портативные исследования. Okay, good. And then 2013 we made the glasses a little slimmer, we made them a little faster, and we combined them with an Android mobile phone to increase also the mobility so that people don't need to carry around always a laptop. В 2013 году появилась вторая версия очков, которые стали чуть-чуть меньше, которые стали работать быстрее, то есть не 30 Гц, а 60 Гц, и они работали уже подключенными к небольшому портативному записывающему устройству на базе телефона под Android, что значительно расширило возможности этой системы. So what happened in 2014 and 2015 I would like to show you, and this is the topic of today now. И что же случилось в 2014 году? В прошлом году у нас не было семинаров по ряду причин, связанных с экономической ситуацией и так далее. И что же происходит в 2015 году? То есть у нас много чего нового произошло, да? I got many more systems. I don't have a big case anymore. So what I would like to show you today is the latest version of the eye tracking glasses, which have some really new cool features and possibilities with Wi-Fi, for example. И ARM привез в настоящий момент много оборудования, но все настолько мобильно, что оно занимает очень мало места. И то, с чего начнем, показ, это демонстрация очков версии 2.5, которые стали очень похожи, собственно, на очки, которые работают, передают данные по Wi-Fi. The other systems which are there is 2 generations of new mobile new remote eye trackers I would like to show you as well. One, the 250 mobile, more for scientific research, as well as this one here for very robust in the field work. И две системы, которые относятся к серии Red, мобильным системам типа Red, Remote Eye Tracking Device. Одно называется 250, оно больше предназначено для научных исследований, и второе Red N, оно для проведения испытаний, выездных испытаний, и оно очень улучшены характеристики по его устойчивости в использовании вне стен лаборатории. Yeah, and last but not least, something I'm very proud of, and I think which will allow to go into the next level, let's say, of mobile research. This is the Oculus Rift, including eye tracking. I would like to show you also. И последнее, значит, не самое неинтересное, это система, интегрированная с виртуальной реальностью на базе очков Oculus Rift. Okay, good. But who are we? Who's the company driving all this? What is SMI? I just would like to show you. Yeah, it's you. So we are located in Berlin. This is the main office. We have been founded in Berlin in 1991 as a spin-off from the Free University of Berlin, and we are currently 70 plus, so almost 80 employees. Компания SMI
находится в Берлине, она была основана в 1991 году. В Берлине находится основной офис, и в настоящий момент в центральном офисе работает почти 80 сотрудников, написано 70+, но в общем она растет, и на сегодняшний момент 80 сотрудников, и у них есть, соответственно, офисы по всему миру. What do we do? Actually, let's say we have three core businesses. One is that we are manufacturing devices which we are selling to end customers for doing eye tracking research in sports or in many other applications. У компании три основных направления. Это key competence. Первое направление это разработка систем для трекинга глаз, которые компания поставляет, продает клиентам для использования в различных областях. Second is high-speed image processing on the eyeball as well as on the back of the eyeball, which means that we are delivering algorithms for the ophthalmological surgery and medical industry. Второе направление это системы обработки изображений глаза, это и передняя поверхность, и фовия. И на основании этих алгоритмов компания производит продукты, которые используются в разных областях, включая офтальмологические системы, например, лазерная хирургия для глазов. And last but not least, we make software and programs which help you to make your tasks and to get the answers you would like to have. И дополнительно компания разрабатывает, участвует в разработке экспериментов и анализе данных, которые также доставляются клиентам и используются в различных областях исследования. Okay. Very short, we've three groups of customers. First major group is science and scientific universities. У компании три основных направления клиентов. Первое это университеты и колледжи, и здесь представлены одни из самых известных исследовательских университетов. Then research institutes without being a university, such as Fraunhofer or DFKI and so on. So. Второе это собственно исследовательские институты, не связанные с университетами, например, институт Фраунхофера, другие по всему миру. And last but not least is the big base of industrial customers who use the eye tracking to answer questions right away, such as Airbus, who used our mobile eye tracking to redesign the cockpit of the Airbus 380, for example. Третья группа это коммерческие компании, которые используют систему трекинга глаз для проведения собственных исследований, для улучшения своих продуктов, например, Airbus использует систему трекинга глаз для улучшения эргономики кабины пилотов. Yeah. Okay. And then and the rest of the world once more. Yeah. In the rest of the world, we are represented, such as here in Moscow, with partners here in Moscow, company Neurobotics, who's reselling and servicing the equipment and offering also support and services for customers. Ну и в остальной, во многих странах имеются дистрибьюторы, через которых компания сама продвигает свою продукцию, ну и активно участвует также в становлении, в использовании этих методов по всему миру. Ну, вот от себя могу добавить, что центральный офис в Берлине, у них есть прямые офисы продажи в Соединенных Штатах, как одном из крупнейших рынков, ну а в остальных странах, как правило, это производится через локальные дистрибьюторы. Good. So now enough of the preparation. Let's get our heads into the real issues. If you do research, currently there is this kind of trade-off which you have to do between external validity and experimental control. Of course, you want to control everything, but you want to be as close to the reality as possible. Ну и теперь возвращаемся к обсуждению, собственно, оборудования. И здесь вот представлена диаграмма, которая
сравнивает две характеристики проведения экспериментов. Это уровень контроля над экспериментом и достоверность получаемых результатов. Конечно, все хотят иметь высокий контроль над экспериментами и высокую достоверность результатов, но всегда есть трейд-офф между вот этими двумя характеристиками. So, except for the company here, we should draw it a little bit here because they have the perfect environment in their tasks because movie research. So their participants are sitting there and like in a normal movie. But usually all the other customers and clients of us, they are adapting their research to be presented in a monitor, which is very high and very good for experimental control in the lab. You present everything on the monitor in a certain order, but usually the experimental external validity is not very high when you go in these difficult paradigms. Ну, здесь представлено, что одной из систем, которая обеспечивает наивысший контроль, это система RED. Should I explain once more? Yeah, try again. I didn't catch. You didn't catch. So the point is that a lot of psychologists, they would understand cognition and cognitive processes in our brain, but in order to be in complete control of everything what is going on, they are presenting the stimulus on a monitor, which is a very abstract level of real life situations. So they try to make it very abstract in order to be presented on a monitor. Значит, дело в чем, что вот как раз система RED, она обеспечивает высокий уровень контроля, и весь стимуляционный материал, он производится на экране монитора, что с точки зрения нейрофизиологов и психологов является такой достаточно удаленной от реальной среды системой презентации человеку каких-то внешних стимулов. The second system or the second option we have is that you can take the eye tracking glasses. With the eye tracking glasses, you are much more here, and we could draw the eye tracking glasses here because you can take them and you can walk around. You can be wherever you want to be in the real life. You can drive a car. You can go shopping in the supermarket. Everything is okay, but in fact, you have no or very low experimental control. So for example, in marketing research, when the customer is going to the wrong shelf and buying the wrong good, you lost your participant or your recording. Другим примером являются очки, которые находятся на среднем уровне по оси близости к тому, что происходит в реальном мире. Такие очки можно одеть и пойти по улице, в магазин, использовать при управлении машиной. Но, естественно, в таких условиях экспериментатор фактически не контролирует условия проведения эксперимента. Okay. If you want, you can move everything from here or from there into this area by setting up shelves or your stimulus in a lab. You can control everything. You can make sure that the participant behaves like you want. But once again, in this moment, your external validity is also very controlled, and you take degrees of freedom from the participant. Можно, конечно, эти очки одевать и использовать специально организованные лаборатории, где с искусственными полками, то есть получить больше контроля эксперимента, но все равно это будет как бы не самый уровень похожести на то, что мы имеем в реальной жизни. So the idea now was, okay, and it has been always like this, why not taking virtual reality? So why not putting the human into a scenario which
feels natural, but it's a complete lab. It's complete virtual and not existing, but kind of creates the same results inside. So we've taken this, and you will see on the coming slides, and this is what I would like to introduce, the idea of creating a virtual reality for the participant, and by this having a very good experimental control and being also very close to the real life world. И в соответствии с этим появляется необходимость разработки таких систем, где высокий уровень контроля эксперимента и близость к реальной жизни. В соответствии с этим компания Семинар работает над системами интеграции с виртуальной реальности, где у человека, у респондента появляется возможность испытывать то, что он испытывает в реальной жизни, при этом сохраняется высокий уровень контроля эксперимента. Yeah. So this idea, you can continue. This idea exists already very, very long. It is not new, but as you can see, it was pretty difficult so far for the participant, and there was a lot of trade-offs which you have to do. So our luck was that there came a company in the United States called Oculus, who manufactured a very affordable and much better than all these trials before head-mounted display. And they sold it now in total with their two versions of about 150 to 200,000 pieces, which are used in research and development. Идея интеграции с системой виртуальной реальности, она не нова. Тут представлены другие системы, которые разрабатывались другими компаниями. И когда Семинар поставил перед собой задачу, они решили интегрировать системы, которая недавно появилась на рынке. Это система Oculus, которая в настоящий момент продала от 150 до 200 тысяч своих устройств в два разных поколения. Большая база таких систем по всему миру. Yeah. So a lot of eye tracking was always kind of part from virtual reality because it has a lot of benefits in there. And all these companies always claim to be very revolutionary. So if we look at it, it was always monocular, it was very hard to calibrate and very hard to set up. And in the end, when you moved a little bit the headset or when you had it on a little bit longer, everything stopped working or the accuracy was gone. Что же делали, какие же результаты были у предшествующих компаний, которые занимались интеграцией трекинга глаз с виртуальной реальностью? Все они заявляли, что это революционная технология, но если близко познакомиться с ними, то, как правило, это монокулярная система. Они требовали калибровки по многим точкам и нестабильно работали, особенно в условиях, когда очки виртуальной реальности немного перемещались, меняли свое местоположение на голове респондента. Okay, so forget about this, and I would like to show you and ask you all to come here, because I would like to give you a little demonstration of how it works right now. So if everybody... Забудьте о предыдущих системах и просьба подойти сюда, чтобы окунуться в мир трекинга глаз в условиях виртуальной реальности, разработанной компанией Семинар. What you should know, and you can really try it all now here. Don't be shy, come on. Не стесняйтесь. So usually this system here and the scenario you will see is combined with the motion tracking, which means you can usually walk through the room, also the virtual room you see here. Обычно такие системы, они также интегрируются с системами отслеживания перемещения, чтобы виртуальная реальность она была не привязана к какому-то месту и можно было перемещаться в ней.
I couldn't bring this system, that's why I brought this little controller and you can go manually through here. Естественно, что вот эта система по перемещению, она объемная, и арт ее не перенес, не провез для демонстрации, но другой вариант, это более простой, это перемещение внутри виртуальной комнаты с помощью джойстика. Значит, будет небольшой эксперимент, связанный с поиском, и ему нужен волонтер. Волонтер нашелся. Does it sit comfortable? Это не подставной волонтер, стоящий. So please follow. We do a little calibration right now. So he sees 3 points. Do you see? Yeah. Вначале три точки, и ему нужно следовать глазом за ними. Is it running through? Прошли. Мы смотрим на вас. Do you see the point? Is it moving? Точка перемещения. Still? Sure. Let's demo. So, okay, you can move around now, so everybody can see. You can move your head. Теперь он может перемещать свою голову, и на экране показано, что он видит. Okay. So, what you see now is you see the gaze cursor. You can look up, you can look down. Можете вверх глядеть, можете вниз глядеть. No, really move your head. You can Просто перемещайте свою голову. Ну да, и вверх. То есть это вот виртуальная среда, которая показывает. Это то, что он видит. Да. So This is what he sees. Yeah, this is what he sees, exactly. Это то, что он видит, да. We can try it with multiple people. So Потом можно и другим попробовать это. his task now is to find the painting from Vincent van Gogh, Вы Starry Night. должны найти картину Винсента Ван Гога «Звездное небо». Если... Я не знаю, как она выглядит. It's behind there. No. Нет, вернитесь. This one. Теперь вернитесь направо. Вот там Климт, Густав Климт. Yes. Can you look? Правее, глядите в мою сторону, левее. Так. И вот сейчас вы на Климта смотрите, а теперь дальше нужно пройти. Keep on looking for 5 seconds. Да, теперь держитесь за вот первой картиной, там вторая такая голубенькая. А он должен идти, да, при этом, или нет? И вот видите, там в углу, там вот она между двумя картинами, и вот на нее вы глядите, и теперь 5 минут надо смотреть на картину, вот, вы ее нашли. So what he has done is now, and that's what you see, it's just a little visualization of his gaze points. So that's how he looked around to find the painting. Это небольшая визуализация того, что он видит, и она использовалась для нахождения в данном случае картин. Теперь у вас задача, вот возьмите в руки and you can navigate with this. Перемещение. With this you can. Теперь можете джойстиками walk. Да, вы можете ходить. You can ascend and descend. Наклонять, поднимать и перемещаться. And moving your head. И вращайте свою голову. Да. Так, how he can turn around? Moving his head. You can, перемещайте свою голову, либо можете вместе с корпусом перемещаться. Помните, что у вас пробы. Перевернитесь к другим людям, да. Вот. И теперь можете, да. Okay. What is this red trace? Is it security lights? No, it's the the connection between the you and the gaze vector. Это направляющие векторы, которые были зафиксированы в ходе эксперимента. This system can be combined, for example, with the motion tracking, so that you even can walk through the virtual room. But customs would not have led me through or into Russia with the big case. То есть эта система может комбинироваться с системой маркеров для того, чтобы отслеживать перемещение человека внутри такого виртуальной реальности. Okay, so what do we have and what do we have in this product? So first of all, what we do is we just bring in everything into the cups of the Oculus Rift. So there's no major changes to the hardware.
как же получен этот продукт? Это связано с тем, что исходная система Oculus Rift модифицируется, и компоненты системы трекинга глаз добавляются к существующему продукту. So it tracks also both eyes. It goes with 60 Hertz. We are kind of detecting the eyes in a 3D way, so what you can do, and we didn't try, you can take off and you can put it back on, and it is very accurate. So you can wear it for hours and it will not change. It also runs calibration-less. In the other scenario later I can show you, it's very easy, and yeah, as I said, you can move it as you like and the accuracy stays the same. Ну, видите характеристики этой системы. Это бинокулярная система трекинга глаз, работающая на частоте 60 Гц. На изображении видно, что напротив каждого глаза устанавливается 6 точек для подсветки, так называемая инфракрасная голограмма, и она позволяет системе работать устойчиво, даже можно снять очки, потом одеть, и по-прежнему система будет проводить трекинг глаз после этого, используя так называемое трехмерное представление о глазе. Соответственно, эту систему можно использовать как без калибровки, и ARM затем покажет с пониженной точностью. Но обычная система требует одну или двухточную калибровку. Ну и Sleep Compensation — это вот как раз то, что можно снять и одеть, и по-прежнему система будет калибрована. So if you are not too deep in VR, this might not tell you so much, but actually we detect with our eye tracking where the eyeball is, how the gaze vectors look, in which depth you are looking. So we even can do this depth detection here. The eyeball position to the screen, to the lenses, everything gets out here, so that you understand the complete, let's say, way of how the person and how stereoscopic vision really works. И в режиме реального времени снимаются следующие параметры. Это местоположение зрачков, расстояние между ними, положение глаз, расстояние между глаз, расстояние от глаз до экрана, направление взгляда и вектор направленности взгляда в пространстве на виртуальной реальности. Okay, good. And what do you have from it, or how can you make use of all this? There is an evolution which we just started. I will show on the next slide. But so far we have an SDK which delivers you all these values, so you can program your own applications using it. We've got a plugin for a 3D software toolbox which is called Lizard, and it's from company WorldWiz. And we've got a plugin for Unity so that you can use and program your own worlds, such as I will show later. И в настоящий момент система она находится на стадии разработки, но уже в настоящий момент можно интегрировать, делать собственные решения, используя SDK, где можно создавать приложения на языке C++, либо использовать плагины для двух распространенных систем создания виртуальной реальности. Это World with Wizard или среда Unity. Okay. And I take over. So what we will also create is we will make a plugin for our analysis software, bGaze. And the idea then is that we, with this, are able to create, let's say, real-world applications, so such as a virtual shelf, virtual store, or any kind of worlds, and you can do vision research in these worlds. Мы создали плагин для нашего программного обеспечения bGaze, что теперь позволяет нам создавать
виртуальные пространства, например, в виде полок, где вы можете проводить свои исследования в виртуальной среде. Okay, good. And I'm preparing already the next demonstration, so sorry. And all this you can use for. Sorry. All this you can use on one hand side on the scientific field in vision research to understand oculomotoric behavior and so on, as well as on applications such as what you are interested in to really understand how people are perceiving the world, how do they judge on things, and how do they understand. Данную систему можно использовать в двух целях. Первое — это научно-исследовательская, то есть в инженерных целях, например, в спорте, и также для исследований в образовании, то есть мы можем понять поведение людей. Okay, good. So, and here, enough of the virtual world. I would like to come back to the other type of research, which is what we see here in the back for remote systems. And just a couple of years ago, it's not so long ago, you had a big lab, you had some lab engineers to enable all your research. Вернемся немного назад от виртуальных систем к системам, установленным в лабораториях. Yeah, that in the past it was very complicated to do eye tracking, and you had an engineer. И ранее это было очень сложно проводить ай-трекинг в таких вот условиях, когда не было новых эксплуатативных систем. So what we has been asked all the time is, okay, we would like to get eye tracking into applications, and I think this is one of the reasons why we are sitting here as well, also today. So we would like to understand how students look in the school. How do they read? Do they read proper? Do they understand the text? Did they read the text, or was he just dreaming around? So that we can also kind of make use of this technology for teaching. Они всегда хотели проанализировать с помощью этих систем, например, школьников, то, как они читают, как они мыслят, читают они, не читают. And the next question came up, making use of eye tracking in hospitals, for example. So with patients, brain injuries, how do they progress? Do they remain their normal vision? И второе использование — это в госпиталях, где пациент можно проверить, правильно ли пациенты что-либо, после травм что-либо запоминают, и как идет процесс реабилитации вообще. And also here, what we see here is I would like to make research in advertising, in perception of movies, in other things. So it might be that I want to get eye tracking into more into the wider field, and by this it needs to be more mobile and robust. И в целях, например, маркетинга, это магазины, это сфера кино, где необходимо, чтобы все системы были очень мобильны. So our task was kind of clear. It was the challenge to. Yes. The challenge was, okay, make it smaller, make it more work, and let's say make it adjustable to different monitor sizes. So please become more flexible. So we stick our heads together and try to see it, also our competitors, and the answer from our competitors was very small, very cheap devices which run pretty slow. Unfortunately, this was not the solution. Unfortunately for us, unfortunately for the customers who bought it. Too much? Yes. Суть была в том, чтобы суметь создать некоторое мобильное устройство, которое было бы одновременно и маленьким, и качественным, и имело хорошую
хорошие скоростные характеристики, и не 30 Гц, то есть в данном случае вот это не подходит. Yeah. It was shown that the slower eye trackers were not good for event detection and also for identification of the signals. И система трекера приблизительно такой частоты очень плохи для детекции событий вообще как таковых, поэтому они не годятся. So that's why we kind of came up with a new generation of remote eye tracking devices. One, the 250 mobile for more scientific research, and the REDN for more applied and very robust use. One question: who is interested in more scientific kind of research here? Сначала, я сначала переведу, мы перешли к двум новым системам. Это система RED 250 Mobile, которая предназначена для научно-исследовательских исследований, и система SMR-1 для более простых исследований вне лабораторий. И вопрос к Арнду, кто из присутствующих здесь больше интересуется в научных исследованиях, например, RED 250. Okay. So I go through. Okay, so the RED 250 mobile here is a kind of further development from our former REDM. This time it runs on 250 Hz. Система RED 250 Mobile, это, можно сказать, наследник от нашей предыдущей системы RED, которая также идет сейчас с частотой 250 Гц. It again still runs binocular, it is very portable, and it runs now on larger monitors. Данная система очень портативная, она также бинокулярная и работает с дисплеями от 10 до 24 дюймов. You can trigger it so to be synchronized with EEG research, for example, so it can be synchronized. В системе существует 8 портов, с помощью которых можно синхронизировать трекинг с другими системами, скажем, например, EEG. And what we have increased here is the raw data output is more synchronized now and more ordered than with our last generation, so it is more easy to synchronize the raw data also to other systems. Мы добились того, что сырые данные сейчас намного проще синхронизировать с подобными альтернативными системами, и качество синхронизации намного лучше. The most effort we put into the higher robustness here. So usually it's the value of precision which determines how well the system can track the eyes and how well it can reproduce the measurement. And we have put a lot of effort to make this more robust for people wearing glasses, being in brighter light conditions or in dark rooms. So it works much better now. Система была сильно модернизирована, и точность регистрации данных повысилась вдвое. Также она стала более толерантной к людям, которые носят, например, очки, линзы, и для работы в темных или светлых помещениях в том числе. Yeah. The other system we have, the REDN, is a complete new development. Следующая система REDN — это абсолютно новая разработка. And the goal here was to have even more robust and wider tracking range. So this system here works only on or up to 60 Hz. Данная система позволяет проводить исследования для более, скажем, простых условиях для эксперимента, где он может довольно спокойно двигать головой, то есть не сковывать его положение головы, и она работает на частоте 60 Гц. And
It is very lightweight, as I've shown to you. It works even on larger monitors. It can be also triggered and synchronized, and it has a very huge headbox and tracking range, so people can really move a lot. Система может использоваться с мониторами от 10 уже до 27 дюймов. Также в ней 8 датапортов для синхронизации. И, как я уже сказал ранее, она позволяет использовать его в большой области для изменения положения головы в пространстве. And yeah, to show this, I just want to do a very short live demonstration. Демонстрация. Do you use also two cameras and that red pen No. device? No. If you have two cameras, you always have to kind of synchronize and to make sure that you don't see any jumps in the data. And scientists have shown that these two camera systems for really clear data signal are not very good. Я себя добавлю, на самом деле они никогда не используют, ни в одной системе нету двух камер, на всегда одна камера. Камера находится ровно в центре, как вот на вот этих. Одна камера? Одна камера находится в центре и действует инфракрасный подсвет. Как на любых системах, на этих, на RTN, на 250 мобайл, на High Speed. Но только для очков там используются две камеры по отдельности. Там не вынуждены. Okay. So what I just want to show you, and you see up there in the tracking monitor here. Я хочу вам показать положение глаз моих вот здесь вот в правом верхнем углу. That the system works even up to this distance. И даже на таком расстоянии, как больше 100 сантиметров, она определяет положение глаз. And it does work also without any calibration. So if you like, it is not. Работает даже без калибровки. It is not calibrated to my eyes now. Сейчас вы видите его взор без калибровки. If I like, I can just. Wrong. Yes, it's too dark here. So let me do a very just fast 2-point calibration. Точная калибровка. And showing this, I'm looking to the corners of the viewer here, to the different icons, and there you are. And I can move my eyes or my Да, head. вы видите, да, что изменение положения головы, да, меняется, может быть, вот эта дисперсия, разброс, то есть, но при этом довольно точно здесь, скажем, выходить с центра. I can close my eyes or I can close one eye and Система работает даже на один глаз. can turn my head and it stays very robust. So the idea from this system really was to have a system which tracks very fast and comes back. So you see. Идея как раз этой системы была в том, что она была очень толерантной и плюс очень сильно быстро возвращалась к трекингу глаза, если потерян вообще оба глаза там при движении головы. Yeah. Okay, good. This live demo. You can try everything later also yourself. После презентации вы, естественно, все можете это попробовать. Coming back. Okay. My daughter, sorry. No. Yes. Okay. Okay. So, what does it mean? It didn't save my settings. Okay, good. So,
what does it mean now for the packaging? We have changed everything pretty much to make it more easy for the customers to understand what they really want to do. Что означает вот подобного рода пакетирование? Они создали энное количество пакетов программного обеспечения, чтобы покупатели понимали и сразу было легче понять, что им приобретать. Because in the previous times when a customer contacted us and asked for certain things, it was like we opened our codes and said, choose, and we tried to make this more easy. Ранее, когда покупатели нам звонили и пытались узнать, что это было похоже на то, что мы расстегивали наш пиджак и показывали, вот выбирайте. So, if you see the two systems here, the REDN, we have clustered, let's say, on the professional side, which means on the more business-oriented or application side directly. You can get it in the professional version, in the basic version, let's say, where you only get heat maps and very easy, let's say, qualitative analysis. В первую очередь для устройства REDN идет пакет Professional, который позволяет проводить качественный анализ данных, то есть там часть тепловые карты для, естественно, одного там испытуемого, да, то есть без возможности агрегации данных. By this, it is, of course, it starts in a very affordable price range. Then the next version is the premium version. It allows you to do quantitative research. You get all the data, also all the raw data and necessary visualizations here. Вот стоимость вот пакета просто Professional, естественно, довольно низкая. Следующее по возможностям это пакет Professional Premium, который предлагает возможность сделать количественный анализ, позволяет делать строить там АОИ зоны, иметь полный доступ к сырым данным и выгружать необходимую статистику. The other systems, Jesus. Oh. And then we've got the more scientific field here with the 250 mobile and a part of the REDN, which allows you access to the SDK, which allows you also to trigger, to get the eye images. You get a laptop with it, and you can choose from 3 packages of our experiment suite analysis and stimulus presentation software. И следующий уровень это уже научные исследования, пакет Scientific, который существует как для устройства REDN, так и для устройства RED 250 Mobile. Оно дает уже доступ к SDK, оно позволяет работать через TTL для синхронизации, оно позволяет получить изображение глаз и идет в комплекте с ноутбуком, это понятно, и разделяется на 3 основных пакета, это Basic, Advanced и Premium. Yeah. So a very interesting feature we have implemented, and I think it is very interesting for you all here as well, is a very new type of research, which is called visual world paradigm. And the idea from the visual world paradigm is that you can present multiple pictures, and you can see and you can measure the visual attraction either right away or with a audio task in combination. Далее мы интегрировали новую парадигму, которая называется Visual World, которая позволяет демонстрировать испытуемым начало изображения и смотреть на реакцию его поведения его взора в зависимости от звуковых команд. So now you take the pictures and you put them in our stimulus presentation software next to one another. Вы просто берете 3 изображения и интегрируете в программу эксперимент друг за другом. They automatically, or the software automatically creates areas of interest around it. Программное обеспечение автоматически генерирует зоны интереса для вот этих вот изображений.
and you can kind of make kind of stimulus conditions to understand what is the target. And in this case here, the target is left, which is the toy, and the others are just distractors. Можно определять для самой программы, что является целью, и остальные, то есть вторичные элементы. So what you do now is you can give, or if you don't want, you don't need to, you can give an audio task, which means a voice pops up and says, find the toy, or choose the cheaper product. Yeah? В данном случае целевым у нас является игрушка, и суть парадигмы в том, что вот вы можете задать вопрос, видите ли вы игрушку, либо cheaper product or the что является самым дешевым там продуктом. And now in the analysis, so what happens is that at a certain point, so you present the images, and at a certain point there comes the task in. Yeah? Здесь временная шкала, которая разделяет начало предложения do you see the и целевое уже слово то игрушка. Yeah, and in the analysis we have a right away analysis package also for it, which creates you this result. And in the analysis you see how much fixation time was spent on the different objects. Here, you see it over time. You see directly how people look to which pictures. Программа обеспечения автоматически в анализе генерирует подобный график, где вы можете по Y у нас длительность фиксации в зоне в процентном соотношении, вы можете видеть, в какую из этих областей испытуемый сколько смотрел по времени. And if you want, you then see also the onset of the audio task, and you can see if something in the perception has changed afterwards. И можно увидеть, как меняется внимание респондента в тот момент, когда задается вопрос, и от момента, вот, когда он услышал название цели, в данном случае игрушки. Yeah. So this is fixed package, new package, which is available also in our products, which allows really the comparison of stimuli and to understand how people like things better. Это уже внедрено в программе обеспечения Experiment Center, что позволяет теперь уже исследователям понять, как люди вообще оценивают вещи. I see people are freezing here. Shall we make it a little more warm? Насколько я помню, оно у нас бесплатно. Is this free? This option? The presentation is for free. It comes with all packages. But if you want this special pictures for the analysis later, this is part of the premium packages. But you get all the data to create the pictures yourself. То есть для создания экспериментов вы можете использовать программное обеспечение любой версии, любой пакет, а для того, чтобы иметь анализ, нужно иметь пакет премиум. Good. So the eye tracking glasses, as I said, we started in 2011. Back at the time, it's the first easy system which measured both eyes and allowed real-world research in a let's say easy way without participants carrying around a big card with a battery in there and so on. Вернемся к очкам. Вот, как мы уже говорили, очки это первое мобильное устройство, которое позволяет с легкостью проводить исследования, и нет необходимости тащить за испытуемым целую тележку там, с аккумуляторами и разным родом устройств. Yeah, I remember very well in the times before. So when I did research in the car, for example, we always had to connect, or we put in a little PC in the boot. Then we had to connect to the battery of the car. It was an installation for one day to make eye tracking in the car. Он помнит, когда он делал ранее эксперименты в машине, ему приходилось
туда ставить еще ноутбуки, подключать дополнительные там батарейки. Yeah, so it was very, very hard. Было очень сложно. When we started with the eye tracking glasses, we kind of started in new craziness in the market, and what we've seen is that the glasses have been taken in so many different applications in which we didn't expect, so that it was really cool to see. Когда мы только создали очки, они стали очень популярными в различных средах использования, и мы от этого тоже не ожидали и были очень удивлены. So all this feedback what we got was very inspiring for us, and we try since this time to allow and enable more and more research for the eye tracking glasses in the real life. И вот эти все люди, они то есть откликались на созданный вот данный вот продукт, и после этого они сами то есть старались создавать, сделать исследование этих людей все попроще, то есть внедрить более новые функции. So where are we at the moment, and what is here, what we have at the moment? Где мы сейчас находимся, то есть что у нас есть на данный момент времени? Is that we have made the eye tracking glasses much smaller. Мы сделали очки трекинга глаз намного меньше. Let me just switch on, please. It means that we removed all the electronics, and when you put it on, it fits easy. It's like a normal pair of glass. You can put it on, and it doesn't limit your field of view. So it is easy now. So it is much more easy now to take it into the car, to drive, and to do everyday tasks. Мы убрали всю электронику, которая раньше находилась в дужках очков, и благодаря этому очки стали намного тоньше, легче, и они теперь больше похожи на настоящие очки, что сделало процесс ведения исследований намного комфортнее, и теперь респонденты могут видеть не только впереди себя, но и также впереди нормально работает биометрическое зрение, то есть можно видеть по бокам, и дужки ничего не закрывают. So that's what I've shown to you. The glasses are more easy to wear now. They allow peripheral vision. You can connect to them by Wi-Fi and can see what is going on. We also have just introduced, on the picture you can see, we have introduced something which allows to track almost everybody. We have these kind of snap-on lenses, which you can magnetically snap on for people who wearing glasses and prescriptive lenses. So what you can do is, it is a set from minus to plus 4 diopters. Мы также создали оборудование, накладки линзы накладные для того, чтобы можно было охватить максимальное количество возможных респондентов. И данные накладные линзы позволяют корректировать зрение от минус 4 до 4 диоптрий. In 0.5 step size, so that when the participant is coming, you just ask, hey, what kind of glasses you have, and he tells it to you, and you snap it on, and they can go. Можно просто спросить, какие очки носят испытуемые, и сразу выбрать необходимые линзы, и надеть на очки, и проводить исследование. And there's let's say two things which will come up down the road within the next couple of weeks. So for people who are interested at the moment, it will be in the product by the time you have it. One is that we will change the cell phone which we are using from the Galaxy Note 4, which is S4, which you see there, to the Note 4. И следующий продукт, который у нас выйдет в течение ближайших нескольких недель. Первое, это мы заменим существующий рекординг, смарт-рекордер, который основан на Galaxy S4, на смарт-рекордер, который будет работать на Galaxy Note 4. And this smart recorder allows kind of live interaction with other devices by wireless.
So for example, it can send the data live to somebody who's listening on the other side. For example, a software which is called Lab Streaming Layer or other softwares. Данное устройство уже, то есть мощности данного устройства уже позволяют делать такие вещи, как отправлять сигналы по Wi-Fi сети на те устройства, ну, на слушающие устройства, например, по аналогии TTL сигналов. The cell phone can receive SDK triggers, which means from an application using our SDK, sending kind of messages and texts like experiment starts, experiment stops. Так как у вас есть SDK, вы можете использовать это и присылать триггерные метки точно таким же образом. Or it can receive any kind of UDP triggers over the network, which means, for example, there is a software which is called Open Sesame, and they broadcast triggers, and if devices, for example, the next Biopack mobile logger will have it, they can listen to this and receive it, and you can use this to trigger and to synchronize. What kind of triggers? UDP, it is just a broadcast on the network. It is, you don't need the SDK, it's just broadcasting on the network. Используя вот такой UDP, то есть просто можно отправлять подобные же триггеры с помощью интернет-соединения, и не нужно даже будет использовать SDK. Yeah. So SDK is from us, for us, and UDP is just broadcasted on the network. Yeah, cool. Beside this, we will update also the algorithms on the eye tracking glasses. They will be available for everyone. So the new eye tracking glasses, or the new algorithms will allow that I can take off the glasses, I can put them back on, and the accuracy, like the HMD, stays always the same and very accurate. Также мы обновили алгоритмы, которые будут скоро внедрены во все очки, соответственно, для всех, у кого они есть, и они позволят увеличить точность, и даже если вы будете снимать, одевать очки, ваша калибровка и точность регистрируемых данных не будет изменена. And on the other side and on the last side, for the analysis of the eye tracking glasses, it was always a big problem to analyze all the data, because in the end you got single videos from participants. That's why we have implemented algorithms, and we have a kind of service-made, cloud-based, or let's say it's not cloud, it is on SMI servers, which allow you to automatically analyze the gaze videos. Так как всегда очень сложно было проводить анализ данных, записанных с помощью очков, потому что это большой набор видеофайлов, мы создали свои алгоритмы, наверное, которые позволяют анализировать автоматически интересующие вас элементы на видео. Yeah. So for this, you upload your B-gaze experiment, including the reference images and the AOIs. У вас есть на видео референтные изображения, да, которые вы добавили сами, которые вас интересуют, и AOI-зоны, которые вы также отметили на видео. Then over time, when you run your experiments, you either upload the data or you send us a complete hard disk with the data on. Вы загружаете записанные данные респондентов и отправляете на внешний жесткий диск. Upload does not work from all countries of this world. Either the internet is not strong enough, or, for example, from China, there is no way to get the data out to Germany. So that's why I say also sending is possible. So you mean you send this data through your cloud service? Yeah, exactly. То есть данная опция работает следующим образом, то есть вы выгружаете ваши данные и отправляете в некий сервис, который создан самим SMI. Then the algorithm processes for maximum 1 day.
весь этот процесс будет длиться максимум 1 день, процесс обработки. Okay. And in the end, you get a kind of 3 types of result. Very fast by email, you will get the experiment, and I call it the light version, which only contains the mapped data. So you have your reference images with the right data on, you will see your heat maps, you can get your statistics right away. Результаты разделяются на 3 типа. Первый — это и самый быстрый, то, что у вас будет уже на ваших референтных изображениях тепловые, не только тепловые, имеется в виду просто данные уже размеченные на референтных изображениях. The second is you will get, because it's very big, you will get from us a hard disk containing everything and also the videos. Because the videos are very big, so this, let's say the master experiment with all the data will come a little later by FedEx or Post. The participant, all the recorded videos, they are in this experiment, they are not inside, because we cannot send it by email when you have terabytes of video data in there. So the video data within everything comes later on a hard disk. It's the recordings. It's the recordings from the participants. Это записи с камер, да? Вторая стадия, это, то есть получается не только вот референтные изображения с наложенными данными, но и также вот те видеофайлы, которые вы ранее отправили в СМС. Но в целом этот сервис он появится не раньше, чем сентябрь, и я думаю, к этому времени мы ответим на вопрос, как клиенты получают автоматический гейзмеппинг. Скорее всего, это мы на работе будет служить как хаб, который берет на себя всю организацию передачи данных. Если их нельзя загрузить, нужно посылать через жесткий диск, условно, через жесткий диск. And the last thing is you get a quality report. So how good is the tracking? How did we have problems? So you get an estimation of the quality of the work of the algorithms. И последнее, это вы получите доклад о качестве вообще проведенного вами трекинга, о том, насколько точны зарегистрированные данные. Okay. Yeah. So this goes to prices, which you know. So there is no pushback on the pricing. It is very scalable. So if you have 100 participants, it works the same way like if you have 1,000 or 5,000 participants. You can get very fast turnaround times, which means the coding here in itself just works about a day. And you have not the problem that you have to hassle with human resources doing the work for you. You have to keep. У нас есть определенное количество фиксированной, у нас фиксированная стоимость на одну услугу, и не так важно, сколько респондентов будет, 1 там, или 100 или 1000, и обратный ответ будет точно так же быстро в течение 1 дня, и вам не нужно будет использовать людей для того, чтобы проводить этот анализ самостоятельно. Ну вот Scalable Volume, они объясняют так, что их сервер, он как бы будет достаточно большой, чтобы сразу обрабатывать большое количество данных, и как бы вот идея, что вот этот сервер, он обрабатывает там сотни данных для сотни респондентов в течение дня. Ну и под независимостью от человека имеется в виду, конечно, они исключают некую субъективность, которая присутствует, когда разметку проводит человек. To give you an idea how this works, I would like to show you an example. On the left-hand side, so the stimulus is a 2D printed shelf. It's a print-off. It's a very big wallpaper, and you see here the scene video from the participant. So what he is seeing, what he is doing with his gaze cursor. Позвольте мне продемонстрировать, как это все работает. Слева вы видите напечатанную 2D фотографию этой полки, и вы видите
обзору испытуемого на объекте данной полки, как система вот это все разбивает, то есть это именно видеофрагмент. Справа, на самом деле, это синтезированная, ну, фотография полки референта, а там это запись с человека. On the right hand side you see the reference, you said already? Or? Yeah. And the red gaze cursor, the red point here is what we have manually coded. So we, as a kind of ground truth, we manually assigned the gaze cursor here, and the blue one is the algorithm. So you can compare who is kind of tracking how good. Справа вы уже увидите именно референтное изображение, да, которое вы сами выбираете вначале. И вот эта вот точка определяется с помощью некого кода, который мы написали, и оно позволяет определить и перенести вот данные с видео на уже вот это референтное изображение автоматически. Ну, тут синее это автоматическое определение, а красное это то, что вручную кодировке это было определено. Это, ну, то есть наложенные два кружка, это некое сравнение точности работы алгоритма с известным ground truth. Ну, то есть красное определяется человеческим обработкой, а синий это уже автоматическая обработка. Утверждающее, что они совпадают. Можно даже видеть, что синий чуть точнее, будем надеяться. Ну да. Okay, that's actually the video, how it works, and you can see that the algorithm tracks very, very accurate compared to the human, and just down here the human has decided to do something else sometimes. Вы можете видеть, насколько точен данный алгоритм по отношению к тому, что разметил здесь человек, и при этом можно иногда видеть различия между поведением человека, да, что он хотел отметить, и тем, как работает алгоритм, определяет. So a little different, it looks here, this is a real shelf. It's a real grocery store where the person is looking at. Слева это вот реальная полка, где испытуемый смотрит на объекты. And now the challenge will come that you will see the participant picks a product and reads on the product here. Сейчас вы видите, как испытуемый взял и начал читать что-то там на продукте. Существует несколько специальных случаев, как Арнольд назвал, вызов, да, челлендж. Это связано с теми моментами, когда человек взял с полки, естественно, на референтном изображении такого сценария не предусмотрено. And this is, we have to teach our algorithm first, is now you see the person is clearly looking onto the package, but our algorithm shoots it through onto the shelf. So, ну и в данный момент, естественно, невозможно автоматическая трекировка, то есть ручная разметка осталась, а автоматическая не работает, потому что, ну, то есть нельзя понять, что вот он как бы в данный момент стреляет на полку, а не смотрит на коробку, взятую в руки. Ну, как он сказал, они нацелены на то, чтобы обучить этот алгоритм все-таки это делать. Yeah. И второй момент, который вот автоматически работает, когда там еще кто-то ходит, естественно, тут могут возникнуть, что если там человек стоит, то он смотрит, естественно, не на полку, а на человека. Good. So actually that's the end of my presentation here. Just wanted to summarize what I've shown you, and if you like we can go into the hands-on part. I can show you how the software works and so on. Products as well as the new, let's say, Horizon, which comes up with the HMD head-mounted display. И на этом наш семинар завершается к концу. Нет, презентация. Да. Я хотел бы подытожить и показать, ну, что мы сегодня рассмотрели. Да, то есть это первые очки, новые очки трекинга глаз, стационарные переносные системы Redden 350 Mobile и система трекинга глаза, основанная на Oculus Rift. Система, опережающая свое время. Да. Yeah. So
that's the thing, the SMI policies, we are interested very much in long-term cooperation. We are privately owned, so we are not obliged to make profit for our shareholders. There's free lifetime technical support for the products, lifetime updates of the software, as well as free software tools and toolboxes available. Мы обеспечиваем всегда бесплатную техническую поддержку все время, в любой момент времени, также бесплатное программное обеспечение, обновление и тулбоксы для программистов. Ну и компания является частная компания, которая нацелена на долгосрочные отношения со своими клиентами. Всем здравствуйте! Я хочу рассказать о некоторых экспериментах, которые мы проводим в рамках нашего факультета. На прошлом семинаре мы говорили с Катей о возможностях трекинга среди глубокого скалолазания. Сейчас я освещу возможности использования технологии трекинга в футболе и в других видах спорта. Вообще, к этому слайду я практически всегда обращаюсь. Большое количество исследований, преимущественно проведенных за рубежом, с использованием технологии регистрации движений глаз, при этом преимущественно мобильной регистрации движений глаз. Как вы видите, особенности вида спорта очень большой выбор. Это и игровые виды спорта, и сложно-координационные, и единоборства, все что угодно, да, мы можем применять ай-трекинг. Если нужно, я на каких-то могу потом более подробно остановиться. И когда мы проанализируем большое количество литературы, вот таким обобщением явились направления, как использовать ай-трекинг в спорте. В первую очередь это повышение точностных характеристик спортивной деятельности. Когда мы говорим о точности попадания в корзину, в ворота, о точности исполнения какого-либо приема, это можно измерять и в том числе достоверно корректировать с помощью технологии регистрации движений глаз. Еще одно интересное направление, кстати, которым занимаются в том числе коллеги Московского государственного университета, это роль зрительной системы в осуществлении сложно координированных действий и сложных координационных видов спорта. Например, фигурном катании в виртуальной реальности есть у нас одна очень хорошая работа Меньшикова и соавтором Ковалева Димова, вы можете подробно ознакомиться. И скоростные параметры деятельности. Очень интересное, малоизученное направление относительно применения трекинга в спорте. Основной постулат такой, что можно изменить паттерны глазодвигательной активности и повысить скорость циклических видов спорта. Например, как показывают результаты некоторых исследований, спортсмены, стоящие на старте, например, конькобежцы, если они смотрят на дистанцию где-то на 4 метра, они быстрее стартуют и быстрее наращивают скорость. То же самое происходит в лыжных гонках и так далее. Но на этом не сейчас мы будем говорить. О первом направлении, на мой взгляд, наиболее интересно, как повысить точность. Как правило, во всех исследованиях поставляются данные элитных спортсменов, начинающих спортсменов, и наиболее исследованный параметр, о котором говорят многие психологи спортивные, это white eye. Он описан Джон Викерс. Суть его состоит в следующем, что для того, чтобы осуществить какое-то точное действие, спортсмены более длительно смотрят на цель перед осуществлением непосредственно движения, перед замахом ногой по мячу, перед броском и так далее. Чем более длительная эта фиксация, тем точнее осуществляется движение. Ну, я прошу вас запомнить, да, этот феномен, мы его еще коснемся уже в наших исследованиях. И, собственно, наш эксперимент в футболе. О том, что зрительная система является очень значимой в выполнении различных технико-технических действий в футболе, в принципе, думаю, много говорить не нужно, да, и главное, мы хотели подобрать такие технические задания, такие технико-технические действия, где она напрямую участвует, и сопоставить в том числе с данными, полученными наших коллег. В нашем эксперименте приняли участие профессиональные футболисты, итоговый объем выборки стал 23 человека, в команде человек чуть больше, плюс мы сначала выбирали полупрофессионалов, но по некоторым особенностям, там, наличие спортивных травм, увольнений и прочее, выборка осталась вот такой. И что еще хочется сказать, что в футболе мы не первые проводим эксперимент, но, как правило, все исследования проводились либо в закрытых помещениях, либо в лабораторных условиях. И нашей дополнительной задачей было потестировать возможности применения данных технологий
непосредственно на улице в рамках деятельности, наиболее приближенной к реальной. Дополнительно мы тестировали внимание, мотивацию, тревожность спортсменов, чтобы посмотреть, какие факторы оказывают влияние на результаты исследования. Ну, на самом деле, как много интересного в этом получили, я об этом расскажу. Предварительно мы потестировали возможности и трекера SMA и TG в условиях лаборатории, посмотрели несколько тактических действий. Это жонглирование мячом, это дриблинг, это точность попадания в обороты мы оставили, поскольку это уже было перспективное исследование, и оставили в итоге те действия, которые могла фиксировать камера сцены и которые было удобно выполнять в очках. Потому что есть некоторые ограничения. И следующая задача стояла. Нужно было ввести конусы как можно быстрее и затем пробить в определенную зону ворот. Определенная зона ворот была выбрана для оценки точности. Этот элемент мы взяли по аналогии с исследованием Вуда и Вилсона, чтобы можно было хоть как-то сопоставить. И, как вы видите, в наборе карточек мы убрали зону расположения вратаря. При этом вратарь присутствовал, опять же, для сохранения наибольшей реальности происходящего. Дополнительные условия эксперимента. Как вы видите, спортсмены бегали у нас с рюкзаком, мы использовали очки TG, и лэптоп убирался, собственно, в рюкзак. Очень плотно фиксировались ремни рюкзака, плюс дополнительно надевался головной убор. 4 раза тестировали спортсменов в одно и то же время суток, и вот в течение 1 месяца, чуть даже меньше, мы управились с этим тестированием. Все время солнце находилось сзади, не засвечивало линзы напрямую, и вот более-менее схожие условия мы постарались создать. Плюс все спортсмены выполнили соответствующую разминку и попробовали пробежать дистанцию вот с рюкзаком. Что мы анализировали? Мы анализировали как количественные показатели, количество фиксации, сакат, морганий, так и, собственно, потом посмотрели качественные особенности, связанные с двигательной активностью. Плюс мы посмотрели, как, собственно, спортивная результативность движения глаз связаны. Точность, быстрота пробега трассы. Посмотрели, как амплуа влияет на стратегии зрительные, ну и в целом вообще выполнение упражнения и так далее. И, к примеру, для оценки точности мы специально с тренером разработали таблицу. Если мяч летит в нужном направлении и в нужной высоте, да, то ему засчитывается 0,5 балла. При этом, если осуществляется гол в эту сторону ворот, то это 1 балл. Такая система была разработана. Техника у нас оценивалась не сбитыми фишками и скоростью. Таким образом мы оценивали технику. Первое, что мы посмотрели, среднюю длительность всех фиксаций, последних 3 фиксаций. Как раз в тех фиксациях, которые, на наш взгляд, были связаны с феноменом плей-тайпинга, да, и регулируют свое действие относительно цели. И как вы видите, у части испытуемых, не у всех, это 56%, по количественным критериям были обнаружены, на наш взгляд, те самые плей-тайп фиксации. Когда мы сопоставили когнитивные фиксации, мы обратились к модели Шлейшера, то есть те фиксации, которые больше 300 миллисекунд, и экспресс-фиксации до 150 миллисекунд. Мы посмотрели, что в целом, на самом деле, при выполнении этого задания спортсменам свойственны короткие фиксации и то, что, соответственно, относится к амбиентной форме обработки информации, это быстрая, менее, скажем, сосредоточенная система где, да, Когда мы проанализировали особенности техники, скорости, мы обнаружили, что действительно более техничные спортсмены и более точные обладают более длительными фиксациями по мере выполнения этого упражнения. Такие вот корреляционные связи были получены. Более длительные? Более длительные, да. Длительные фиксации коррелируют с точностью и коррелируют с техникой. Положительная корреляция, главная. И кроме того, мы постарались проанализировать качественные стратегии, что происходит непосредственно. Путем визуализации с компов мы выделили стратегии, плюс сначала обратились к литературе, что вообще пишут, каким образом спортсмен должен себя вести, как он направляет свой взгляд. К примеру, до начала движения в качестве эффективной стратегии считалось предварительный просмотр и фиксация на зоне попадания до начала движения. Во время дриблинга это минимальный зрительный контроль мяча. Здесь мы обратились к эксперименту, известному, проведенному футболистом Криштиану Роналду, когда он не смотрит на мяч, а смотрит на действия противника, то есть смотрит перед собой, но не контролирует мяч непосредственно. И, вот пример, да, спортсмен просматривает трассу, и спортсмен смотрит на определенную зону попадания.
И во время дриблинга у 100% респондентов, мы анализировали в основном вторую попытку, у всех спортсменов делали 2 попытки, присутствовал паттерн наличия антиципирующих и регрессивных сакад, но при этом в целом мяч напрямую не контролировался, вы видите, некоторое расстояние присутствует. Картинка для примера. Если нужно было обогнуть конус влево, да, это сакада было влево и так далее. И, соответственно, что происходит перед ударом и после удара. Перед ударом это как раз наличие фиксации на зоне ворот. Ну, есть некоторые особенности у этих очков, потому что камера сцены иногда не успевает за тем, что происходит. Глаз может перемещаться, и трекер это фиксирует, но камера сцены не успевает сместиться. И сейчас вы видите это на рисунке. И непосредственно после удара должен быть пост-анализ. Не когда спортсмен отворачивается, не хочет смотреть, что произошло, а вот получает обратную связь. Вот такая особенность проявилась в 76% случаев, когда спортсмен перед тем, как осуществить удар, смотрит на мяч куда-то в сторону ворот, длительная сакада, и снова к мячу. И после осуществляется удар, и вот он смотрит на действия голкипера, что дальше происходит. И когда я говорила, мы тестировали память, внимание, мотивацию, в целом на амплуа никакого влияния не оказалось, за исключением того, что нападающий просто быстрее выполняли это задание, значимо быстрее. Но вот интересный момент, мы тестировали у спортсменов способность к многомерному слежению с несколькими целями. Это программа нейротрекинга. И вот те спортсмены, которые способны распределять внимание на несколько движущихся объектов, эффективно их запоминать на более высокой скорости, ну, здесь была получена корреляция с данной стратегией, длительность фиксации при исполнении удара по воротам и эффективностью слежения. Еще один эксперимент, который мы провели, хотели посмотреть, каким образом зрительная система участвует в координации глаз-рука. И мы привлекли спортсменов игровых видов спорта и единоборств. Перед вами находится на фотографии дополнительный прибор, это Dynavision D2. Он позволяет тестировать скорость моторной реакции, точность координации глаз-рука, участие периферического зрения. В целом, 2 параметра, на которые мы обратили внимание, это скорость реакции и, собственно, результативность. Сколько точных движений за минуту спортсмен осуществляет. И, собственно, что мы получили? Что, ну, во-первых, более опытные спортсмены выполняют задания быстрее, но при этом, скажем, более успешные спортсмены, которые быстрее выполняют задания и при этом совершают большее количество движений, совершают также большие фиксации. Пока вот это такие предварительные данные, которые мы получили, вот так примерно выглядит со стороны спортсмена это тестирование. Ну, дальше мы будем анализировать. И мы имели несколько практических приложений, они уже были получены на маленьких выборках. Допустим, мы поработали с 4 спортсменами сборной России по гольфу и отрабатывали у них точность попадания на дистанцию 150 метров. Мы совместили метод, который был описан Джоан Викерс, распределение зрительного внимания и самоинструкция. Ну, собственно, в чем заключалась задача спортсменам, нужно было подобрать для себя самоинструкцию, ну, допустим, мяч, цель, мяч, замах, удар. Вот. Это конкретная самоинструкция молодой спортсменки, которая была ей выбрана. Мы зарегистрировали движение глаз до, подобрали самоинструкцию, отрепетировали взгляд и посмотрели, что, соответственно, происходит. И как показывает практика, если применить ай-трекинг вот в условиях даже одной полуторачасовой тренировки, уходят некоторые ошибки внимания. Допустим, спортсмены свойственно распределять внимание вот эти мячики, хотя им уже нужно выполнять удары или смотреть по сторонам. Взгляд становится более точным, и при этом пропадают мысли, а если я сейчас промажу, если сейчас вот я что-то совершу не так. Очень такая хорошая, действенная методика, которая, с одной стороны, качество удара существенно повысила. Это по оценке и спортсменки, и тренера, который при этом присутствовал. Ну и в целом, естественно, мы видели, что происходит. Но и уходят отрицательные токсические мысли, и можно это использовать. Посмотрели, что происходит в стендовой стрельбе. У нас было 4 спортсмена сборной России, мастера спорта. Все осуществили более 20 выстрелов. И мы сопоставили результаты предыдущих исследований. Ну, соответственно,
не вполне согласны с одним тезисом, случающимся в работе коллег, о том, что спортсмены стендовой стрельбы не совершают сакат, нет саката они совершают во время выстрела, и при этом, чем быстрее саката догоняет цель и дальше координируется ружье относительно цели, тем точнее, соответственно, происходит выстрел. Ну и как вариант можно применять ай-трекинг в единоборствах, не только для оценки системы сенсомоторной координации глаз-рука, но и глаз-рука, глаз-нога. Да? Задание на реакцию выбора. Здесь вот спортсмен должен реагировать на фиолетовые лампочки, не реагировать на зеленые, при этом они могут появляться как внизу, так и наверху. И вот как дополнительная перспектива исследования. Сейчас мы в этом думаем. На этом у меня все. Понятно, что то, что я осветила, не исчерпывает все возможности применения технологии трекинга. Я готова ответить на ваши вопросы, если таковые возникнут. Я не поняла, так в чем заключалась стратегия обучения? То есть вы своих испытуемых учили, как правильно смотреть, или вы только фиксировали, что вот этот смотрит правильно, а этот неправильно? Вот. Спасибо большое за вопрос. В чем, собственно, подготовка? С одной стороны, вообще, если говорить о том, что такое психологическая подготовка, часто мы начинаем с коллегами спорный вопрос. В понятие психологической подготовки входит в том числе и диагностика, измерения в целью внесения дополнительных данных. Когда мы продиагностировали наличие эффективной и неэффективной стратегии, после этого у нас есть возможность обучать спортсмена более эффективному распределению зрительного внимания в процессе выполнения тех или иных тактических задач. Если мы берем футбол, да, скажем, возможность провести повторный эксперимент на 23 испытуемых достаточно тяжело, где точно для этого нужно футбольное поле и так далее. Но мы можем у них потренировать вот эту стратегию попадания в цель, когда мы уже описываем, какие стратегии эффективны или неэффективны. То есть вы просто давали текст? Для футбола, да, мы давали конкретные рекомендации, предложения. В гольфе мы смотрели, что происходит до-после. К примеру, то есть процесс, я просто пересформулирую, чтобы быстрее понять. Процесс обучения состоял в том, что вы давали некоторый текст испытуемым почитать, как им надо правильно смотреть. Не только текст, это и обратная связь, которую они получают непосредственно по видео. Потому что мы можем снять потом с них очки и показать, что происходит, где есть ошибка внимания и как, соответственно, нужно распределять взгляд, допустим, в гольфе. Если спортсменка видит, да, вот в этот момент я уже должна осуществлять удар, мой взгляд блуждает, и вместо того, чтобы делать его точным, то осознание, это по принципу биологической обратной связи, но несколько отсроченной. Да? Нет возможности спортсмена тут же наблюдать, когда он смотрит, но спустя какое-то время эти ошибки, они становятся очевидными. Спасибо. Скажите, можно для футболиста были по каждому испытуемому, по каждому футболисту там были графики? Сейчас. Вот это первый следующий. Я просто не очень понял, а в чем различие когнитивной экспресс-фиксации? Длительность, исключительно мы по длительности смотрели соотношение, сколько у спортсменов в процессе выполнения упражнения когнитивной фиксации, сколько... А что вы считали, какие критерии для... По миллисекундам. Мы смотрели длительность фиксации в течение и относили их к тем... Какие просто критерии? Количественные критерии. Чтобы была когнитивная. А вот это, да? Вот здесь, кстати, я этого не пометила, до 150 миллисекунд это экспресс-фиксация. От 3, это длительность. Да. Мы обратились по работе Шклейчера и посмотрели. А когнитивная это что, больше 300? Да, длительность. А почему вы считаете, что именно больше 300? Для одной работы это там больше 120, вы же считаете такие, значимые. Мы взяли одну модель для примера и посмотрели. Но в целом, если смотреть еще на среднюю длительность фиксации в течение всего упражнения, то увидите, что они не настолько, средняя длительность невысокая. Ну, конечно, очень большая специфика, если... Да, еще понимать, как когнитивная, да, конечно. Можно смотреть просто на распределение длительности фиксации индивидуальные. Они всегда имеют характерную форму, они смещены влево, имеют выраженный правый хвост. И вот там есть такая точка перелома, после которой обычно начинаются вот эти когнитивные фиксации. В норме 300 миллисекунд, 300-500 миллисекунд это какой-то вот такой золотой стандарт, который является критерием определения. Опять же, движение происходит, движение.
потому что опыт личного общения это 120-130. Конечно, специфично. Я поэтому говорю, что надо смотреть на индивидуальное распределение, конечно. На самом деле между футболистами, там, теми, кто гольфом занимается, тоже может быть большая разница. Ну, да, но все-таки сравнивать сложно, потому что разные задания мы им даем. Нельзя сопоставлять никаким Но образом. вы, кстати говоря, говорили, что вас интересовали последние 3 фиксации перед ударом, а вы И смотрели... последние 3, и последние мы смотрели. Вот эти последние фиксации перед ударом, они же, по идее, должны были быть особенно часто когнитивными, в том случае, когда удар является точным. Вы посмотрели, особенно анализировали отличие длительности последних фиксаций от длительности фиксации вообще. Мы посмотрели это в корреляционном анализе, но здесь, как видите, по последним фиксациям ничего не было. Ни по одной последней фиксации, ни по последним 3. Допустим, мяч, ворота, мяч, который, может быть, здесь произойдет вот это. К сожалению, у нас нет вот этого варианта обработки, который есть у зарубежных коллег, это дополнительное ПО для выделения вот этих квантай-фиксаций, но в целом это делается также и вручную, в том числе, с помощью богатого анализа. Вы хотели обнаружить этот феномен здесь, увидеть? Извините, можно я переформулирую, потому что я тоже не совсем поняла. Правильно ли я поняла, что не оказалось никакой значимости между тем, успешно был удар или неуспешный, и длительностью последних 3 фиксаций? Конкретно последних нет. Но вот эффективность техники и вообще в целом результат выполнения этого упражнения был связан со средней длительностью движения.